Вчера, 5 января, завершился четвертый этап ралли-Дакар. Что же происходило в этот день? Первая серьезная проблема КАМАЗа на Дакаре. Похоже, что за победу в грузовом зачете теперь будут бороться лишь 3 пилота КАМАЗ-Мастер, а у квадроциклиста вообще отобрали победу. Рассмотрим каждый зачет более подробно. Начнем с мотоциклов. И здесь Бареда Борт все ближе к лидерству. Один из фаворитов мотоциклетного зачета Дакара, Хуан Бареда Борт, потерявший уйму времени на первом этапе, все ближе к тому, чтобы отыграться. В четвертый день борьбы представитель Хонды оказался быстрейшим и, что важнее всего, отыграл сразу 10 минут у лидера общего зачета Сэма Сандерленда. Еще один такой же этап, и Бареда Борт окажется уже на хвосте у представителя KTM. В целом, интрига в зачете мотоциклов не только не думает умирать, а словно лишь разгорается с каждым новым днем. Проблемы фаворитов, случающиеся словно по очереди, позволяют выравнивать положение лидеров. Топ-3 уместилось в 5 минутах и топ-9 в 20. Надеемся, так будет и дальше. Теперь квадроциклы, где Максимов недолго праздновал победу. Новичок Дакара Александр Максимов уже, казалось бы, записал на свой счет первый в карьере выигрыш на спецучастке. Но счастье россиянина длилось недолго. Сразу после финиша стало известно, что Максимов получил за превышение скорости 4-минутный штраф, который почти ни на что не повлиял в общем зачете, но вот в итогах дня откинул Александра на третью позицию. Победителем стал Мануэль Андухар, который и в абсолюте теперь уступает Максимову всего 13 секунд. Лидеру общего зачета этот русско-аргентинский дуэт проигрывает 28 минут. По меркам квадроциклов это совсем немного. В автомобильном зачете еще одна потеря победы после финиша. Быстрейший пилот дня лишился победы. Язид Аль-Раджи получил 2-минутный штраф, причем плотность результатов была столь серьезной, что это отбросило Язида сразу на 5-е место. Победа перешла к доминирующему лидеру общего зачета Насеру Аль-Атие, совсем рядом с которым оказались Себастьян Лёб, Карлос Сайнс и саудо-российский экипаж Сиайдан Кузьмич. Не самый простой этап для Владимира Васильева, в котором он проиграл чуть менее четверти часа, не помешал россиянину сохранить 6-е место в абсолюте, однако от топ-3 россиянин все-таки отстал. Зато гораздо ближе к топ-10 оказались Сейдан и Кузьмич. От 8-го места их отделяют лишь 10 минут. Денис Кротов, проигравший сегодня солидные 40 минут, опустился с 16-го места на 20-е. Далее мотовездеходы и конец подиумной мечты для Лебедева. Увы, из борьбы за победу в категории мотовездеходов прототипов выбыл Павел Лебедев. Россиянин, занимавший после 3 дней борьбы 3-е место, столкнулся с огромными проблемами и проиграл сегодня более 3 часов. Павел все еще остается в десятке, но, конечно, больше не может помышлять о борьбе за лидерство с Франциско Лопесом Кантардо и Себастьяном Эриксоном. К слову, эта парочка уже очень сильно оторвалась от всех остальных, даже у шведа запас почти в 1,5 часа. В зачете серийных мотовездеходов продолжает восхождение наверх Сергей Корякин, который после 3 стабильных этапов сегодня резко поднялся с 16-го места на 9-е. Темп Корякина немного ниже, чем у лидеров класса, но для обгона целого ряда середняков скорости хватает с лихвой. Дальше будет сложнее, если до 7-й позиции Корякину остается полчаса, то до 6-й уже 1:20. Лидерство между тем продолжает удерживать Остин Джонс, однако ему никак не удается оторваться от Родриго Лупи де Оливьеры. И, наконец, грузовики и печальная ситуация с Каргиновым. Команда КАМАЗ-Мастер продолжает свое доминирование на Дакаре 2022, причем россиянам вновь удалось никого не пропустить в топ-3. Быстрейшее время показал Эдуард Николаев, который привез 3,5 минуты Антону Шибалову и 5,5 менявшему колесо Дмитрию Сотникову. Действующий чемпион Дакара, пусть и всего на 9 секунд, но все же опередил голландца Януса Ван Кастерна, лидера команды Жерара де Роя. Общий отрыв камазовцев от соперников продолжает расти. Ван Кастерен уступает лидеру общего зачета Сотникову почти 49 минут, а Леш Лапрайс почти час. Так что на данный момент борьба за победу – это внутреннее дело камазовцев, а конкретно Сотникова и Николаева, которых разделяет 6 минут. Пока новые грузовики команды с кабиной семейства К5 в полном порядке. Увы, один камазовский грузовик своего ездока сегодня все-таки подвел. Начала сильно шалить коробка передач на машине Андрея Каргинова. КПП начала по собственной инициативе переключать передачи и вставать в нейтральную.
До поры до времени это просто приводило к потере темпа, однако очередной глюк коробки произошел в крайне неудачном месте. Грузовик застрял в вязком русле реки. Выбраться оттуда своими силами Каргинов не мог, а все коллеги по команде уже умчались на финиш. К счастью, на выручку российскому экипажу пришли литовцы. Экипаж Вайдотаса Пашкевичуса вытащил КАМАЗ и по сути спас Каргинову гонку. Да, россиянин проиграл 1,5 часа, но и после этого занимает в абсолюте 7-е место и имеет все шансы пробиться на 4-е. Правда, уже очевидно, что теперь на ближайших этапах Андрей возьмет на себя роль боевой технички и будет страховать 3 других экипажа. Что же нас ожидает сегодня, 6 января? А нас ожидает круговой этап вокруг столицы Саудовской Аравии Эр-Рияда. Организаторы разработали 2 разных спецучастка, 346 км для мотоциклов и квадроциклов и 395 км для всех остальных зачетов. Обещают обилие камней в первой половине дня и сразу 80 км в дюйм во второй. Учитывая отсутствие следов от мотоциклов, ожидаем больше, чем обычно, проблем для экипажей автомобильного зачета.